Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Всем, кто смотрит это видео первый раз, всем желаю прекрасного дня, хорошего настроения. Присаживайтесь поудобнее. Пересылайте это видео своим друзьям, знакомым, 2 мужчинам, 6 женщинам. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментариях о своих переживаниях, какую полезную информацию вы нашли в наших видео. Тема сегодняшнего видео – практика колеса жизненного баланса. Вопрос: не понимаю, куда идти и что конкретно делать. Вот такие вопросы задают наши читатели. Мы, как и обещали, на тему этого вопроса записываем видео или записываем ответ на вопрос. Кто посмотрит это видео, пожалуйста, напишите, были ли вы в такой ситуации, как вы поступили в данной ситуации, что вы получили в эмоциональном плане, когда следуете рекомендациям нашего видео, делитесь своими впечатлениями. Все мы находимся на YouTube для того, чтобы найти единомышленников, для того, чтобы прийти к своим целям. На нашем канале собрано много полезных видео. Я постараюсь ответить на этот вопрос через призму колеса жизненного баланса, потому что такое состояние, куда идти и что конкретно делать, даже у тех, кто практикует колесо жизненного баланса достаточно продолжительное время, возникает не один раз в году. Но люди, практикующие колесо жизненного баланса, они знают, в каком направлении им уже нужно двигаться, когда они находятся в таком состоянии, что нужно проанализировать, какие первые шаги предпринять. Я постараюсь для вас это объяснить простым языком, чтобы вы уже в наших видео находили практическую прикладную часть. Итак, колесо жизненного баланса Long Swim состоит из 8 сфер. 8 сфер колеса жизненного баланса Long Swim отражают 90% жизненного, скажем так, пространства человека, и разделение на равные части дает нам возможность каждую часть этой жизни анализировать, зная законы взаимодействия сфер друг с другом, можно одну сферу усилить и получить волновой эффект домино, когда у нас что-то улучшается через одно усилие. Если у нас есть любимый человек, любимая женщина, любимый мужчина, который тоже находится в состоянии «не понимаю, куда идти и что конкретно делать», здесь нужно прежде всего начать с себя, с анализа того состояния, в котором вы находитесь. И я сейчас немножко расскажу о состояниях. Состояния в колесе жизненного баланса играют очень важную роль. В принципе, все, что мы планируем в колесе жизненного баланса, оно все посвящено миссии профессионального и личного долголетия, и мы логически понимаем, что если мы будем находиться в неагрессивной среде и будем продвигаться к своим целям, меньше встречая на пути преград, стресса, и других каких-то внешних факторов, тем самым мы будем продлевать свое личное долголетие. Можно пойти другим путем. Это путь состояния 0,4, то есть мы будем двигаться к целям, сознательно выбирая препятствия, сознательно выбирая сложный путь. На жизненном этапе, условно, до 20 лет это очень полезно. Вы приобретаете необходимый жизненный опыт, он концентрированный, он учит вас преодолевать сложности, он учит вас приобретать необходимые знания, чтобы эти сложности преодолевать уже постепенно. Однако на рубеже от 20 лет до 30 необходимо уже сконцентрироваться на сфере профессионального роста, то есть это сфера карьера и бизнес, и постараться в сфере семья и отношения построить долгосрочные отношения. Вот такой вот баланс верхней и нижней полусферы колеса жизненного баланса позволяет вам не входить в состояние дисбаланса, а совмещать и профессиональный рост со стабильностью в сфере семья и отношения. Для женщин, я уже в предыдущем видео говорил, для тех, кто смотрит это видео, вам уже будет полезно понимать, что для женщин сфера яркость жизни, духовный рост и творчество являются теми сферами, где могут они аккумулировать свою жизненную энергию, где могут черпать.
свой запас жизненных сил, даже если все остальные сферы находятся в очень диком дисбалансе, в очень сильном находиться могут в жизненном стрессе и переживаниях. Поэтому чем сильнее стресс, тем эти сферы яркость жизни, духовный рост и творчество, личностный рост, здоровье и спорт нужно поддерживать вот именно в хорошем состоянии. Чтобы для вас было просто и понятно, то есть состояние работа и отдых нужно периодически чередовать или чередовать для вас с понятной регулярностью. Раз в полгода необходим отпуск, один раз в месяц на 2-3 дня нужно погружаться в состояние, где вы находитесь в местах силы, где вы чувствуете прилив сил. Это может быть какая-то знакомая ситуация, это может быть компания друзей, это могут быть какие-то определенные места, где вы чувствуете рост своей собственной энергетики. Либо вы уже, попробовав эти состояния, переходите к тому, что там, где вы находитесь, все остальные чувствуют прилив сил, то есть вы уже способны создавать своим присутствием место силы. Как возникает состояние непонимания, куда идти и что конкретно делать? Есть два случая, когда мы получаем такое состояние. Опять возвращаемся к состояниям. У нас две крайние точки состояний. Состояние 8-10 мы испытываем огромный прилив энергии 8-10, и у нас состояние 0-4, когда мы находимся в нестабильном эмоциональном состоянии, но об этом эмоциональном состоянии не хотим никому говорить. Это, как правило, есть небольшой круг очень близких друзей и знакомых, где мы взаимно триггерим друг друга, поднимая настроение, либо сбивая хорошее настроение со своих друзей и знакомых. Это все, что происходит в нашей жизни. И в состоянии 0,4, когда мы слишком увлекаемся эмоциональными переживаниями, у нас наступает такое состояние, что мы испытываем очень сильное неприятие и антагонизм к любым действиям, и это можно действительно охарактеризовать, что вы уже так глубоко погрузились в состояние, что даже не знаете, куда идти, даже в сфере яркость жизни. Для вас лакмусовая бумажка, то есть тесты, проверка, в каком состоянии вы находитесь. Если из него выход, попробуйте сконцентрироваться на своем отдыхе, как вы отдыхаете, сколько вам нужно времени для сна, чувствуете ли вы потребность в отдыхе и почему вы не перезагружаетесь, даже находясь в отдыхе полноценно 2 дня подряд. Если вы чувствуете, что вы погрузились в состояние яркость жизни, то есть отдых дает вам полноценный прилив сил, тогда источником состояния «не знаю, куда идти и что конкретно делать» является нерегулярное отношение к своему отдыху. Как только вы к своему отдыху добавите слово «регулярность», то есть вы выработаете свой личный ритм, что вам нужно отдыхать постоянно, минимум 1 раз погружаться в такое состояние, которое вас наполняет силой. Есть такие люди, которые гордо себя именуют званием трудоголик, они вообще никогда не устают. Это те люди, которые, скорее всего, находятся в состоянии 8-10, то есть они включили внутренний свой источник энергии, в состоянии 8-10 действительно присутствует очень высокая производительность, вам не нужно времени для отдыха, вы готовы переделать любые дела для себя, для окружающих, для своих знакомых, и при этом вы не устаете. Это верный признак состояния 8-10. Поскольку состояние 8-10 в процентном соотношении, постоянно органически присутствует у 10-15 людей, остальным людям, мужчинам, женщинам, нужно это состояние практиковать, то есть пробовать это состояние, переходить в состояние 4-8, опять из состояния 4-8 пробовать перейти в состояние 8-10. Это такой момент, который в спорте называется регулярная тренировка, где вы от соревнования к соревнованию постарайтесь побить свой существующий результат. Безусловно, для этого нужно необходимое знание, что нужно делать или каким инструментарием пользоваться, чтобы у вас был избыток энергетики, избыток эмоций. С другой стороны, вы должны понимать, что состояние 0,4 – это такая воронка, которая затягивает туда человека, и если он не будет предпринимать каких-то активных действий со своей стороны или не будет обращаться к специалистам, то воронка
первым делом истощает эмоциональную энергию, то есть вы переходите в состояние эмоционального выгорания, потом ваша сфера здоровье и спорт проседает очень-очень сильно, и вы уже стремитесь к точке 0, когда вы становитесь вот таким вот неиссякаемым источником неприятных эмоций и всех демотивируете, потому что у вас что-то не получилось. Я вам рассказал о самом печальном моменте, теперь расскажу, как из этого состояния выходить. Для того, чтобы ваше физическое тело давало вам возможность преодолевать вот такие эмоциональные состояния, вам после яркости жизни нужно прокачивать сферу здоровья и спорт. В первую очередь, как это ни странно, это полноценный сон. Не открою ни для кого какой-то сверхинформации, что если вы ложитесь спать до 22:00 вечера, у вас будет вполне достаточное время, чтобы перевести свой организм в режим полноценного отдыха. Этот сон нужно практиковать длительное время, желательно месяц, и таким образом вы где-то на 1/3 сможете выйти из состояния, когда вы будете не знать, что конкретно делать. Переходим к следующему состоянию. Вы уже полны сил, у вас достаточно эмоциональное стабильное состояние для того, чтобы вы понимали, что вы готовы взяться для любое дело. Теперь нужно спланировать все свои дела. Возвращаемся к методике колеса жизненного баланса Long Swim. В каждой сфере у нас есть своя цель. Над этой целью стоит своя миссия. Рассматриваем сферу отношения и семья. В отношения и семья мы заходим только тогда, когда мы понимаем, что нам вдвоем будет гораздо лучше, чем поодиночке, и миссия отношения и семья, так же как миссия денег, это сохранить вот это вот спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, ну и приумножить это. Самое ключевое здесь слово приумножить. То есть в семье и отношениях мы, объединяясь, увеличиваем свои совместные возможности, даем друг другу эмоциональное спокойствие и стабильность. Мужчина, когда чувствует, что рядом с ним находится женщина, которая в него верит, он с гораздо большей эффективностью продвигается по карьерной лестнице, то есть у нас сфера рядом с деньгами. Конкретный инструментарий по добыче денег, он работает именно как источник энергии, и таким образом женщина, веря в своего любимого мужчину, через сферу денег понимает, что деньги, которые в семью приходят, она лично работает или он лично работает, они приумножаются, то есть вы во что-то можете вкладывать или откладывать до лучших времен, но после сферы накопительства вы уже приходите к пониманию того, что для реализации ваших планов и проектов вы можете привлекать дополнительные деньги для других источников. Вот это вот переход из состояния 0,4 в сфере денег к состоянию 4,8. Вы рекламируете свой проект, ту задачу, которую вы хотите решить, и привлекаете деньги от сторонних источников. С одной стороны, вы понимаете возросшую ответственность и понимаете, какие силы и ресурсы вы можете привлечь, чтобы решить этот проект, то есть у вас есть или четкий бизнес-план, или есть крутецкая экспертиза в этом деле, или вы готовы сконцентрироваться на этом проекте настолько, что даже если в этом проекте будет череда каких-то непредвиденных рисков, вы с этими рисками легко справитесь, потому что у вас есть неутомимое желание достичь своей цели. В сфере друзья и окружения миссия заключается в том, что или друзья окружения вовлекают вас в свои жизненные ценности, или вы, определив свои жизненные ценности, туда вовлекаете своих друзей и знакомых. Если вы прочитаете знаменитую книгу Дейла Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить», там есть другие названия на английском языке и прочее, вы увидите набор ценных советов, которые и актуальны, и в сегодняшний день. Кстати, кто читал книгу Дейла Карнеги, пожалуйста, напишите, какие названия его произведений вы прочитали. В комментариях нам будет интересно. Если я в каком-то месте видео процитировал неправильно книгу или его название, тоже, пожалуйста, напишите. На записи такое может тоже быть. Это сделано не специально, это сделано для того, чтобы вы эмоционально вовлекались и понимали, что в нашем видео ценное не то, что мы совершаем ошибку, цитируя какую-то книгу, а в том, что мы
мы даем вам возможность и мотивацию стать лучше в своей профессии, лучше в достижении своих планов. В этом цель этого видео и цель этого видеоканала на YouTube. Итак, в сфере друзей и окружения мы постепенно от спонтанного выбора друзей и знакомых переходим к тому, что мы друзей и знакомых выбираем, исходя из своих духовных ценностей. То есть перед этим нужно очень хорошо прокачать сферу духовный рост и творчество. Пока вы не прокачаете сферу духовный рост и творчество, ваши друзья и знакомые будут вас погружать в свою систему ценностей. Не все ценности вам будут нравиться. Не все эмоции, которые они дают, вам будут нравиться. Это то же самое касается и родственников. Нужно понимать, что они поступают с вами, исходя из самых лучших побуждений, то есть их мотивы искренние, в этом можете не сомневаться, но то состояние, к которому вы придете, возможно, вас не будет радовать. Это еще один повод прокачать свою сферу духовного роста и творчества, то есть к чему вы стремитесь, что для вас ценно именно для вас, и будут ли вашу ценность воспринимать ваши друзья и окружение. Итак, мы подошли плавно к тому моменту, когда мы для себя должны определить, что конкретно делать. Видео плейлиста ноябрь и декабрь собраны видео, которые помогут вам детально проработать те цели, которые вы можете поставить на год. Краткие принципы формирования целей на следующий год. На следующий год мы изначально планируем сферу отдых. Это яркость жизни, потому что это легко выполнимая задача. То есть, когда мы начинаем планировать год с легко выполнимых задач, мы при любых обстоятельствах мы сможем этой цели достичь. Для того, чтобы пойти в отпуск, вам ничего грандиозного делать не нужно. Вы подходите к нужной дате, когда у вас запланирован отпуск, перемещаетесь в то пространство, куда вы давно планировали поместиться, перейти, перелететь, проехать. Кстати, напишите, каким видом транспорта вы пользуетесь для того, чтобы посетить свое место отдыха, или есть ли у вас вблизи, на расстоянии 50-100 километров, места силы, как вы его выбрали и почему это дает вам силы. Небольшой такой интерактивный опрос. Следующую сферу, которую мы прокачиваем, это очень важно для женщин. Для мужчин важно понимание, что они в прокачке этого сектора жизни, духовный рост и творчество должны активно участвовать. Не потому, что вы там получите какой-то ожидаемый эффект, а потому что вашу любимую женщину, вашу жену, вашу подругу нужно именно поддержать. Потому что участие в совместном творчестве, оно укрепляет ваши отношения, вы лучше начинаете понимать друг друга, у вас улучшаются точки контакта, и ваши разногласия отходят уже на второй план. Разногласия никогда не исчезают из вашей жизни, просто в определенный момент вы их поднимаете на передний план, ставите во главу угла, придаете им большую значимость, а на самом деле нужно в жизни ценить время, потраченное на любимого человека, потому что разногласия есть у любого человека, и мы сходимся не на почве разногласия, а на почве того, что нас объединяет. Следующую сферу, которую правильно прокачать и запланировать, то есть мы можем сразу себе конкретно поставить задачу на следующий год, что конкретно делать, пройти одно профессиональное обучение, пройти одно обучение, которое не связано с вашей профессией. То, что не связано с вашей профессией, используем сферу семья, отношения, проходим с любимым человеком, с любимой женщиной. Если вы находитесь в состоянии, когда вы вышли из отношений и вам необходимо время, чтобы перегрузиться, пожалуйста, постарайтесь пройти это обучение, одно такое обучение в одиночку. Если вы хотите восстановить отношения с любимым человеком, любимой женщиной, любимым мужчиной, второе обучение не профессиональное, постарайтесь пройти вместе. На этом обучении вы можете понять, какие чувства вы испытываете к тому человеку, с которым у вас дистанция то сокращается, то увеличивается. Можете по-другому взглянуть это не сквозь призму эмоций, а с точки зрения рационального. Вот эта сфера личностного роста, она помогает прокачивать сферу отношения и семья с точки зрения того, что мы или заново находим ценность в этом человеке, или понимаем, что сейчас не время и не место идти на сближение. Следующая сфера, которая является
погранично и является лакмусовой бумажкой, индикатором того, что вы уже четко поняли, на чем вы хотите сосредоточиться. Это сфера здоровья и спорт, и что конкретно делать, постараться спорт сделать регулярной привычкой. Вот эти вот 4 сферы, если вы здесь поставили задачи на следующий год или план на следующий год, вот эта вот сфера здесь легко достижима. Эта сфера связана с тем, что вам для начала нужно профинансировать этот проект обучения, то есть просто вот купить этот курс. Может возникнуть такая ситуация, что вы его не посетите или будете тщательно изгибать, но вы уже вложились своими деньгами, это уже 30% успеха, что вы погружаетесь в сферу личностного роста. В сфере здоровья и спорта та же самая ситуация. Выбирайте самого лучшего тренера с самыми высокими достижениями. Он передаст вам все свои профессиональные знания и погрузит в сообщество людей, которые любят спорт. Прокачиваем следующие сферы, которые остались. Что нам конкретно делать? Для мужчин важно прокачать и спланировать 2 сферы. Первая сфера – карьера и бизнес. Находитесь в состоянии 0,4 стабильный карьерный рост, переходите в состояние эксперт, состояние 4,8. Следующее – это работать в параллельной сфере, то есть если вы работаете, допустим, руками, следующий этап – это наставничество, это преподавание. В преподавание мы идем для того, чтобы структурировать наши существующие знания. Наставничество дает нам возможность оказать посильную помощь тому человеку, который в будущем будет вашим поклонником или тем человеком, который в вас увидел идеал профессиональной реализации. Это может быть наставничество на бесплатной или платной основе, но оно дает вам возможность именно структурировать знания и побыть в другом качестве. В состоянии 8-10 для мужчин в карьере и бизнес обязательно каждый год просчитываем новый бизнес, который вы хотели бы иметь, и отвечайте себе на вопрос, вам хватает ресурсов, чтобы начать этот бизнес, или вам сейчас в этом году не стоит начинать бизнес, потому что у вас не хватает ресурсов. В сфере друзья и окружения, если раньше вы были не инициатором каких-то событий, постарайтесь в следующем году 2 раза в год инициировать для друзей и знакомых какое-то событие, в котором вы не участвовали. Новое событие позволяет вам укрепить отношения, это позволяет расширить круг друзей и знакомых, или если вы приобрели друзей и знакомых, совместное времяпровождение дает вам возможность познакомиться поближе, найти точки соприкосновения, понять, что вас объединяет, в каких ситуациях у вас есть разногласия и преодолимы ли эти разногласия. Последняя сфера, которую лучше всего планировать, ее нужно планировать по остаточному принципу, потому что здесь в семье отношения вам нужно прийти к совместным действиям. В колесе жизненного баланса есть отдельный плейлист видео «Колесо жизненного баланса для любимого человека». Здесь вы можете продиагностировать колесо жизненного баланса любимого человека, проанализировать его, изучить себя, и когда вы уже изучите себя, что вы хотите, что вам нравится, что бы вы хотели сделать, вот с этими готовыми предложениями, с этими готовыми планами идите к любимому человеку, любимому мужчине, любимой женщине, садитесь за стол переговоров, делитесь своими записями. Может быть такая ситуация, что все ваши планы вызовут удивление и скажут, что они невыполнимы, но это ваш любимый человек, он имеет право так говорить. Возможно, он через некоторое время с вами согласится. Лучшая ситуация, когда вы оба находитесь в состоянии 4-8. Любимый человек понимает, что что-то из вашего плана нужно принять, что-то вы должны принять из планов любимого человека. Так возникает взаимное желание что-то делать рядом, преодолевать трудности и находить взаимопонимание. Итак, подводим итоги видео. Тема видео «Не понимаю, куда идти, что конкретно делать». Я постарался ответить на вопрос. Это все возникает из того, что вы находитесь в состоянии 0,4. И вам важно не сколько выйти из этого вопроса с конкретным планом действий, вам просто нужно выйти из состояния 0,4 и перейти в состояние 4,8. Переход из состояния 0,4 в состояние 4,8 дает вам другие ощущения, дает вам другое окружение и дает вам совершенно другие возможности. Если вы будете понимать, куда идти и что конкретно делать, но вас будут окружать люди в сфере друзья окружения в состоянии 0,4, они постоянно будут вас триггерить,
погружать обратно в состояние, что вам не нужно туда идти, вам не нужно это делать. То есть такая вот антиподдержка. Поэтому смотрите на эту ситуацию глобально, переходите в состояние 4-8, в состоянии 4-8 сегментируйте сферу своих друзей и окружения, постарайтесь понять, что они тоже нуждаются в помощи, люди, которые вас триггерят и погружают вас в негативное эмоциональное состояние, они больше всего нуждаются в помощи. Для того, чтобы им помочь, нужно находиться в состоянии 4-8, в состоянии 8-10. В состоянии 0-4 вы им не поможете. У вас не хватит энергетики преодолеть их затяжное состояние. Всем, кто смотрел это видео, всем желаю прекрасного дня, хорошего настроения. Пожалуйста, пишите в комментариях, что было для вас полезного, интересного. Делитесь своей историей успеха. Обязательно напишите в комментариях книги, которые вас мотивируют, которые вам помогают обрести смысл в жизни. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчики, пересылайте видео своим друзьям и знакомым. Всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Я в вас верю.